Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и сейчас мы пойдем топить самый бюджетный Redmi, который вышел в 2025 году. Это Redmi Note 4G, притом здесь есть мини-джек, здесь есть Type-C-шник, и его нельзя топить, но сможет ли он пережить это, нам с вами важно. Напоминаю, что все тесты были проведены до утопления. Ну и самое важное, что хотелось бы мне сказать вам, так делать, разумеется, не стоит, но вдруг он попадает у вас в воду, вы его долго не вытаскиваете, допустим, секунд 5-7, и потом резко вытаскиваете. В принципе, он работает. Если брать, допустим, тот же 5G, у меня он тоже не погиб. Этот, может быть, не погибнет. Все, тач не работает даже тач. Он у меня, кстати, не тормозил, но я его юзал дольше, чем день, 2 или 3. Я его юзал неделю. На канале для стримов показывал, как открывается камера, как он фотографирует. Допустим, вот вы снимаете видео, никаких проблем нету, и залипалово даже после погружения в бассейн, даже если он сейчас окирпичится, на данный момент отсутствует. В фоне программы не вылетают, и это просто классический бюджетник, который в моем случае уже допилен. Но опять же, я его покупал, то есть пока он мне пришел, пока я его потестил, это не рендер. Так что смотрим. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о новом бюджетном девайсе. Это Xiaomi Redmi Note 14 4G. 5G был на канале, Pro 5G был, Pro Plus 5G был этот Redmi Note. Вот этот получается самый маленький в линейке. Но в то же время 1000 люксов пиковая яркость, 800 люксов обычная яркость. При часе игры в PUBG он выдает нам спокойные 600 с лишним люксов, и играть возможно. В бассейне он у меня не утонул, это удивительно, разумеется, топить его нельзя, но с другой стороны у меня некоторые аппараты типа IP69K, Vivo X100S тонут. Почему супер-ультра бюджетник? Потому что, опять же, тем, у кого вчера была трава зеленее, шоколадка вкуснее, 5 лет назад, там 4 года назад был Redmi Note 10, напоминаю, 464 Redmi Note 10 стоил сколько? Правильно, $160. Я сразу просто говорю, чтобы вопросы отпали. За 5 лет посмотрите, что это было 4,64, вам продают сейчас 6,128 за $130. То есть в целом железяки становятся дешевле, памяти становится больше, она становится быстрее. Но да, у нас есть ощущение стагнации, потому что мы уже перепробовали с вами все. Если вы взрослый, если вы молод, еще раз повторяюсь, законы рынка никто не отменял. Деньги постепенно, разумеется, теряют свою стоимость. В принципе, за эти деньги у них появилось много девайсов сразу сходу. Poco M6 Pro это его копия, но это новинка. Да, можно кому-то там рассказывать про рамки, еще что-то. Моя история в том, что я 2 часа с лишним гонял его при вас на стриме. У меня он не лагал, камера не лагала, ничего не вылетало. И претензии у меня к устройству за $130 в принципе по минимуму. С другой стороны, информацию вы сейчас всю получите. Это как раз та категория ценовая, в которой не сказать, что ты еще чуть-чуть доплатишь, потому что следующий шаг уже идет где-то $50 плюс. То есть за 1002 сверху ты, максимум можешь пытаться найти какой-нибудь Poco X6. Не факт, что он будет лучше. И хотя здесь виртуальный датчик приближения, отрабатывает он нормально. 450 тысяч баллов в Antutu он выдает. Тач более-менее адекватный, экран плоский. Type-C-шник для зарядки, стерео, и единственное, у меня здесь нет модуля NFC. Ну а главный маркетинговый ход здесь это камера на 108 мегапикселей. Вау! Смотрим! Распаковка. Поставляется данный смартфон в плотной коробке с названием, краткими характеристиками и изображением модели. Выглядит она так же, как у многих других моделей 14 линейки глобальной версии. Упаковка же обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и ключ для извлечения гибридного слота под 2 сим-карты или карту памяти до 1 терабайта. И симку, разумеется. Вес смартфона 198 граммов, а габариты 163 на 76 на 11 мм вместе с блоком камер. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Когда они закончатся, буду разыгрывать Poco X7 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще и
лимитку Poco X7 Pro Iron Man Edition разыгрываю. Условия по ссылке в описании. Переходим к смартфону. В продаже есть черная, зеленая, фиолетовая и синяя расцветка данной модели. Внешний смарт такой же, как и модель 14 5G. Выглядят они как две капли воды, но отличия все же небольшие есть. К примеру, 14 4G тыльная часть не имеет такие закругленные края, рамки, как в модели 5G. Ко всему, рамки у экрана и подбородок заметно больше, чем у модели 5G. По качеству материалов Note 4G не особо уступает старшей модели. Все такая же пластиковая рамка и тыльная часть. Собран смартфон неплохо, учитывая стоимость. Ко всему, смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли IP54. Кстати, люфта у кнопок вообще практически нет. Эргономика модели хорошая, в руке лежит он комфортно, смартфон не тяжелый и не громадный. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости и капорт, мини-джек на 3,5 мм, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Перекос по громкости между динамиками, разумеется, в наличии, качество не лучшее, но удобно, что в настройках есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Вибромотор обыкновенный, мощности мало, но не все так плохо. Опять же, за эту стоимость все более чем нормально. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей с защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 395 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3, коэффициент контрастности 5 миллионов к 1, Always on Display AOT в наличии, но только 10-секундный, что опять же неудивительно. Заявлено 1800 нит яркости в пике, по моим тестам на 100% яркости экран выдает 700 люксов плюс-минус, в режиме повышенной яркости в пике 1000 люксов максимум, больше не выдавал. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц. В повседневе сенсорный отклик неплохой, но в играх дела обстоят хуже, хотя опять же это было ожидаемо, играть можно. Во всяком случае, целый час в PUBG я рубился, и понятно, что он там 60 FPS не держал, но в то же время никаких отвалов не было, и сброс яркости был незначительный, до 600 люксов, и это говорит о том, что в принципе играть-то можно. При этом экран довольно быстро откликается на 10 касаний одновременно, я бы сказал, моментально. Регулировка шима 960 Гц, показатели шима не радуют, какому прибору доверять, решать вам. Система безопасности оснащена стандартно функцией распознавания лиц, то есть можем заводить 2 лица для распознавания и 5 отпечатков пальцев, притом можно заводить 5 раз один и тот же отпечаток, что неудивительно. Работает все это дело неплохо, ко всему привыкаешь, отпечаток пальца находится низко, да, он разблокируется не быстро, смартфон думает, и это не супер медленно, это просто медленно относительно флагманов, которые по штуке продаются долларов. Переходим к процессору. Процессор MediaTek Helio G99 Ultra, техпроцесс 6 нанометров, 8 ядер, максимальная частота 2,2 ГГц, графический процессор Mali G57MC2, оперативная память LPDDR4X на 6 или 8 ГБ и внутренняя память UFS 2.2 на 128 и 256 ГБ. И здесь на секундочку я хочу приостановиться. Почему? Потому что оперативка и внутренняя память точно такая же, как у Redmi Note 14 Pro Plus 5G. То есть они разнесли в этой бюджетной линейке смартфоны вроде бы по процессорам, там чуть-чуть по экрану, но по факту то, от чего зависит в принципе быстродействие, поставили в самом дешевом смартфоне за $130 такое же, как и в смартфоне за 300. Что делают они? Я не понимаю. Им очень надо продавать Poco, наверное, но Poco и так неплохо продается. В общем, я возмущен, думаю, как и вы. Но, опять же, в этом смарте все нормально. А вот 14 Pro Plus — это какой-то бред. Притом он еще и хуже баллы показывает в Antutu по Storage тесту, то есть там еще и оптимизация хромает. Операционная система HyperOS неудивительно первой версии, Android 14 версии. Хотелось бы второй версии на HyperOS, Android 15, как и в Poco X7 Pro, но они очень хотят только Poco X7 Pro продавать, поэтому только его зарядили с Android 15 на HyperOS второй версии. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии. К слову, один раз Wi-Fi у нас отвалился во время игры. У меня до этого Wi-Fi не отваливался. И когда я Genshin качал, вообще, в принципе, Wi-Fi работал нормально. Bluetooth версии 5.3, 4G сети и ниже. Разумеется, он поддерживает. Скажу так, ловит он нормально. Wi-Fi, да, не суперский относительно там 6-7, но 99% людей его хватит за глаза. Датчик приближения работает страшно хорошо. Нестандартно хорошо, но он виртуальный. То есть подглючивать он может, но так же, как в 5G на стриме, повторяюсь, я его третировал, тестировал, можете посмотреть результаты. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи отсутствует, как и нет поддержки eSIM. Опять же, может быть, в каких-то версиях запись разговора есть,
потому что периодически, допустим, в российских версиях есть запись разговора без уведомления собеседника, а в обычных глобалках нету. В моей версии NFC отсутствуют, к слову. GPS данной модели однодиапазонный, что неудивительно. Тест в городских условиях показывает точность 1,2 метра, работает навигация не супер быстро, но кому-то пойдет. Емкость аккумулятора 5500 мАч. Заряжается все это дело до сотки у меня за 1 час 10 минут, у вас может быть быстрее. По идее, он должен быстрее заряжаться. 9 часов 19 минут он показывает в PC-марке, это неплохо. И, кстати, всего 13% поедает в час при игре в PUBG. И почти яркость не сбрасывает. В YouTube при максимальной яркости уходит в среднем 4-5% заряда. Сколько выбивает в Geekbench, Antutu и всем остальном вы видите на экране. Да, в этом смысле прогресса нет и не будет. Почему? Потому что процессор тот же. 445 тысяч он показывает. Storage тест показывает больше, чем Redmi Note 14 Pro Plus 5G, 57 тысяч. И в целом ничего плохого, все ожидаемо и все работает. Переходим к сенсорам. Основной сенсор на 108 мегапикселей с апертурой 1.7 и разрешением видеосъемки 1080p 60 fps. Далее есть макро, датчик глубины, каждый по 2 мегапикселя с апертурой 2.4, бесполезные они. Фронталка на 20 мегапикселей с апертурой 2.2 и максимальное разрешение для съемки видео у фронталки, разумеется, 1080p 30 fps, что неплохо. Короткий пример вы сейчас увидите. И фронталка, вот так примерно вы сможете себя снимать в лифте. То есть, да, она даже работает. Я вам страшную тайну расскажу, что при таком освещении даже смартфон за $1002 будет работать плюс-минус так же. То есть, ничего волшебного там не будет. Ну что, примеров мало не бывает. 1080p 30 fps. Давайте я попытаюсь нормально снимать. То есть, я иду плавно и стараюсь снимать плавно. Допустим, если встать, то вообще более-менее адекватно. Даже если идти. То есть, по большому счету, даже ультрабюджетники, хотя, опять же, это и не C-серия. То есть, это все-таки Redmi какой-никакой. Они снимают ничего. Как шутят правильно, а Samsung будут до DS47 снимать. Точнее, клепать. Так же, как я думаю, да. И до 54, и до 182, но мы это уже не увидим. И еда. Вот такая себе еда на стойке. Как в пятерочке. Умножаем на 3 все. Сникерсы, конечно, космос. 45 рублей, мать, Масюсик. Хоть не живи. И стрепсился по 120, жесть. Мороженое. Я вам скажу, кстати, отсутствие ультраширика меня вообще никак не напрягает в этом смартфоне. Я бы сказал, меня напрягает присутствие ультраширика везде, потому что приходится постоянно говорить, что уже ужас. Даже в каких-то там флагманах. А тут все просто. Его нет. И все. И это очень удобно. Никаких лишних камер тебе. И 1080p 30 fps. Основной модуль. Мне надо как-то перекрикивать просто-напросто эти песенки. А самое главное, что вам надо, это просто посмотреть, как снимает эта камера. Так, ну что, 1080p 30 fps. Очень надеюсь, что вы не будете слышать музыку. Если не будете слушать музыку, то тогда ролик у меня не забанят для просмотра в других регионах. Не, ну вообще круто, что есть 1080p 60 fps. По большому счету, это то, на чем вы будете, в принципе, снимать у всех Redmi. Почему? Потому что благополучным образом 4К 30 fps это вообще не то разрешение, в котором можно что-то потреблять. Только если на штативе. Ну что, 1080p 60 fps, это, как говорится, все маркетинг. Что маркетинг? Это то, что сейчас я съезжаю с горы, и обратите внимание на другие Redmi, их было 3. Напоминаю, Redmi Note 4, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 5G и получается это Redmi Note 14 4G. Еще будет Redmi Note 14 Pro 4G. Посмотрите другие Redmi, я снимал там всегда в максимальном разрешении. И вот из этого максимального разрешения 4К 30 fps я выбрал у них снимать, вам советую, пишу, получается, то, что здесь нет 4К 30 fps, и вообще от этого никак не страдаешь.
со всеми промокодами, купонами, там иногда скидками, если по курсу не смотреть. Так, бедный конь, 1080p 60 fps, и мы его уже на всем тестируем, третий год. Так, включен автоподбор, точнее отключен автоподбор частоты кадров и автоподбор для того, чтобы мерцание не видно было. Но в 1080p 60 fps на данный момент я вижу смартфону все равно, он все равно мигание это ловит. Опять же, все относительно, может быть вы этого не видите, но мне кажется вы это видите также. Вот так, с источниками освещения противными он отрабатывает, точнее, можно сказать, что не отрабатывает. И, ну, это вообще неплохо, давайте 30 FPS попробуем. А вот при 30 FPS, обратите внимание, никаких траблов нету. Вообще самое обидное, что я особой-то и разницы не вижу между 4К 30 FPS и 1080p 30 FPS на экране монитора. Вот кто смотрит примеры на экранах монитора, скажите честно, вы видите разницу или не особо, как и я? У тебя все зависит от того, точнее не монитора, а смартфона. Да и планшета, я думаю, особо не увидишь. На телеке увидишь. И то не всегда. Вообще, кто смотрит ролик в 4К 60 FPS? Признавайтесь. И 1080p 30 FPS, фронталка. Вот так примерно сможете себя снимать у этого коня. Или у того источника. Кстати, ну-ка, роллинг шаттер, конечно же, присутствует. Но я даже мучить этот смарт не буду. Потому что, еще раз помним, в долларах. То есть, если 50 рублей, то это было бы 7000. Если там, не знаю, 70 рублей за доллар, то это была бы десятка. 100 рублей за доллар, ну, соответственно, там 13-14, скорее всего. Ничего с этим не поделаешь. И тут зависит от вашей валюты. То есть, у кого-то они не прыгали и, допустим, не знаю, в каких-нибудь батах, как было это 3400, 5 лет, так и осталось 3400, даже 10 лет, 3400 бат, 100 долларов. Но у всех разные валют, истории. Ну что, 1080p 30 fps, абсолютно бесполезная информация, как правильно пишут. Нет вообще таких вариантов, где вы будете ночью снимать, или вечером, или вообще с недостаточным освещением. Все же снимают только в студии. Меня прям так умиляют эти комментарии. Но даже в 30 fps, разумеется, ну, руку вы свою более-менее сможете снимать, и все. В 60 fps, как вы понимаете, это будет просто темное пятно вместо съемки. Ну а если просто позади ночь, а впереди у вас какие-то источники освещения, что-то вы подснять сможете, но, напоминаю, роллинг шаттер, напоминает фронталка. 1080p 60 fps, да, здесь такая вот безумная дымка, потому что леса горят вокруг, и вот так оно и должно выглядеть. Фотографирует он с тормозами, то есть фотки у вас не будут быстрые, но в целом по поводу фотографий, видео и всего остального не так все печально. X6, стаба при X6 нету, конечно, но при X1 более-менее. Если говорить про предметную съемку, допустим, вот нормально он снимает, и про автофокус, раз, 2, 3, 4. Ну, отрабатывает. Ну что, контраст он выкручивает люто. То есть это мясо безумно бледное, а он его снимает, как будто оно красное. Вот под таким углом более-менее, но в целом неверная цветопередача вообще. Здесь, кстати, такая же история. Красного цвета здесь практически нет у этой лапши. Она абсолютно бледная. Скажите, да, смартфон за 100 долларов, а ты его мучаешь. Ну и что? А вот лист зеленый реально такого цвета. Так странно. Ну что, съемка в 1080p 30 fps, максимум зум X6. И вот так вы сможете снимать. Нулевая стабилизация, конечно. Ну вот смотрите, по фотографиям я особо не заморачивался. То есть это все фотки, сделанные во время подсъема. С одной стороны. С другой стороны, что-то из них даже можно использовать. Да, вот это зума бесполезно еще и в движении, и с ветром. Но здесь фотография уже более-менее приличная. Вот я остановился, да, уже было, солнца не было прямого, да, не все волшебно, но использовать это дело уже можно.
Здесь шумы одни сплошные с недостаточным освещением. Здесь я еще и горизонт завалил. Еду я нормально сфотографировал. Дымку он передал нормальный. И вот одна хорошая фотография на 24 миллиметра, потому что здесь я старался, здесь я пытался что-то сделать. Все остальное ночью, разумеется, бесполезно на него снимать. С другой стороны, вот, допустим, здесь у нас более-менее удачная фотография на 48 миллиметров эквивалента получилась. Напоминаю, что ультраширика здесь нет, здесь тоже удачная фотография, потому что правильно, на 24 миллиметра сделано было, то есть обычный модуль работал без зумирования. Здесь то же самое, в принципе, адекватная фотка. Таких примеров очень много, то есть если постараться, даже без всяких джекамов у тебя будет более-менее адекватно. Да, со стабом не все волшебно, потому что это бюджетник. Да, не все хорошо с работой со светом. Да, здесь нет ультраширика и телевика, потому что это бюджетник. А вот ты снимаешь на обычный модуль, обычную сцену, и вот оно, даже ночью, даже с источниками, она смотрибельна, особенно если ты будешь куда-то ее выгружать. Вот и вся магия. То есть есть свет, все, у вас все будет good. И исходники в моей личной телеге. Минусы: процессор, мало мощности, операционная система первой версии, а не второй, виртуальный датчик приближения, пусть даже он у меня работает неплохо, но все-таки. И, конечно же, всем хотелось бы прогресса, притом, конечно же, всем хотелось бы, чтобы все это стоить начинало дешевле. Так это не работает. И да, если у вас есть какой-нибудь Poco M6 Pro, смысла переходить на данный смартфон нет. Но, если вы увидите этот по вкусной цене, а цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, вам нужна просто звонилка, более чем адекватный аппарат, притом эта модель свежая. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок и взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Знаете, вы этим очень сильно поможете проекту. И да, даже такие смартфоны, я считаю, достойно того, чтобы их обозревали, потому что все-таки 1500 продаж. За 4 дня только у одного продавца. То есть люди интересуются. Вот я вам и рассказываю. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, бюджетник замучить очень легко и захейтить легко. Потому что, технически у меня глючат аппараты по $1000. Это дело, в принципе, вот я купил, пока он мне пришел, пока я вот там одно установил, второе потестировал здесь. Да, у него хуже Wi-Fi, чем iPhone 16 Pro Max, когда я его тестировал. Да, у него иногда связь чуть-чуть хуже, чем у других аппаратов. Но есть VoLTE. Помимо этого, здесь есть 4G, которые ловят более чем адекватно. Фотографии получаются хорошими. Да, я вам могу нафоткать против света, могу рассказать, как кастомизировать с какими-то программами. Если у вас прямые руки, у вас все получится так же, как на Poco C75, который еще дешевле. Но я надеюсь, что вы и без меня это все знаете. Девайс годный, он абсолютно не игровой, в принципе, как и не игровая вся линейка. В них можно только вот в PUBG более-менее поиграть, и то без особого кайфа. Плюс 14.4G и 14.5G в том, что у них датчики приближения не глючат. Все. По поводу остального танцевать, да, если вам нужен ультраширик, надо модель помладше брать. Но, если у вас есть опять же какой-нибудь Poco M6 Pro, то смысла в этом аппарате ноль. Насколько они будут меняться? Ни насколько. Потому что, еще раз, с чего я начинал? Когда-то, 4 года назад, вау, $160 девайс 464, тоже не супер-мега крутой. На тот момент нам казалось вау. Сейчас это дело в каких-то местах допилено, что-то стало дороже, всякие блютусы. Помимо этого Type-C-шники появляются у нас в стерео бюджетниках. Я их не защищаю, но попробуйте на разные национальные валюты перевести $130 и получить в принципе рабочий девайс с хорошей яркостью, нормальным экраном, прямым, с комплектом, в котором сразу идет зарядка. То есть это минимум, там, не знаю, 1500 рублей, когда он сейчас стоит 14. В целом вы получаете устройство, за сколько его надо продавать? За $30, за 50, но там есть уже C75. Меня железка устроила. Так же, как, к слову, вот, допустим, один из лотов этого устройства, то есть продавцов у него море, но ты на Алиху заходишь, и там почти 2000 девайсов продано. Чем-то он отличается в лучшую сторону от прошлых, может быть, плюс год поддержка. Говорит, что у тебя у бюджетника не будет поддержки, там, HyperOS второй версии не пришел, Android 15, как Poco X7 Pro, такое себе, потому что $130. Но через 3 обновления, мне кажется, либо ты сам его об стену разобьешь, либо он потеряется, либо сломается. Но не факт. Девайсу от меня за $130 однозначное да. Так же, когда Poco M6 Pro за его там $140. И также, когда, в принципе, любому бренду А-эшелона с бюджетниками, потому что они не просто имеют право на жизнь, они каким-то образом их допиливают, что ими возможно пользоваться. Да, оно не летает, но оно и дешевле в 2-3 раза, как многие устройства, с которыми его пытаются сравнивать. Даже на $30, а учитывая инфляцию чуть ли не в 2 раза,
Аналогов море, выбирайте сами. Делать ли еще обзоры на подобные бюджетные девайсы, пишите. Штука специфическая. И хейтить их люто. Особенно, когда не за что, у меня рука не поднимается.